Поохотимся? Наша сегодняшняя цель – Финиса-убийца. С этого редкого как по качеству, так и по натуре противника можно получить уникальные предметы для экипировки эпического качества. Те, кто уже имел дело с Финисой, знают, что это действительно особенный персонаж, по типу которого не часто сыщешь в World of Warcraft. С этого моба нам интересны луносветские одеяния ткань, луносветский мундир кожа и луносветская броня кольчуга, ячейка нагрудник, а характеристики следующие. 8 к основной характеристике ловкость или интеллект, 13 к выносливости и суммарно 12 к вторичным характеристикам. Существуют лишь парные сочетания критического удара и скорости, скорости и универсальности, критического удара и универсальности. Как же добраться до нее? Финиса-убийца находится на острове Кровавой Дымки. Игрокам Альянса по понятным причинам достигнуть эту эльфийку крови легче. Стоит лишь пройти в комнату порталов в Штормграде, воспользоваться порталом в Икзедар и, если у вас не открыта точка полетов на Кровавую Заставу, дойти до нее пешком. А если вы находитесь в Тельдрасиле, то достаточно обратиться к распорядителю полетов, и воздушный маршрут будет открыт до упавшего корабля на Ару. Ордынцы же закаляются терпением относительно Альянса долгим путешествием по обычному маршруту. В Аргримаре проходим к распорядителю полетов и летим до заставы Зарамгар в Ясеневый лес, либо же бежим до нее вручную. Далее пробегаем всю локацию Темных берегов, не доходя до Лорданелла. Ищем ближайшую точку до Тельдрасила и следуем морскому пути. Используем либо зелье быстрого плавания, либо надувные подковы для хождения по воде, или как вариант призываем морской транспорт, чтобы добраться до Мирового Древа. А хотите совет? Если вы уделите свое время и найдете игрока, что согласится вас доставить на гору Хиджал, к распорядителю полетов в рощу Иссины, вы обзаведетесь быстрейшим для Орды способом попасть в Тельдрасил. Ключ к успеху здесь – это риск быть уничтоженным агрессивными мобами, а в награду заслужить доступ к прыжку с высоты, используя некоторые трюки. К таким относятся набор для сборки гоблинского глайдера, средства для верховых животных подстельный парашют, способности для увеличения скорости передвижения и прочее. Обязательно используйте планер после прыжка. Полет в 2 минуты доставит с ветерком и приятными видами до эльфийского древа. Из портала западной пристани деревни Руттеран попадаем на остров Лазурной Дымки. Будьте осторожны. Братья Эранрил и Рауэн Плач Луны будут всячески мешать пересечь границу острова Дринеев. Их главная фишка – сбитие с маунта и головокружение. Далее очередная проверка терпения. Путь по дороге на север к острову Кровавой Дымки. Пройдя мост, держитесь правее, а также не зацепите патруль по пути к первому месту для нахождения нашей цели. Альянс, запоминай тоже. Для комфортного фарма Финисы имейте при себе инженерский чоппер с водителем, он же механоцикл с шофером у Орды. С них вас не смогут сбить при получении урона от врагов, коих будет немало. Либо же обзаведитесь снаряжением для маунта удобный ездовой конский доспех, который помимо защиты от сбития, также оберегает вас от головокружений. Я бы отметил надобность друзей, что в нужный момент помогут вам с лечением, но где их взять? Хорошим способом найти друзей-соратников – это вступить в соответствующее сообщество. Ссылки на приглашение в главные сообщества Орды и Альянса будут в описании. И перед тем, как продолжить, позволь мне лично обратиться к тебе. Возможно, тебе нравятся мои видео, а может и нет. Но нельзя отрицать, что на создание видео и стримов уходит время. Чтобы больше времени я смог уделять своему каналу и контенту, я вынужден просить у тебя поддержки. Скорее, я могу показать тебе тот контент, что не вписывается в рамки YouTube канала Alice Fry. Это и арты из моего анимационного сериала, и упоминания в видео, а также сторис, ранний доступ к видео и прочее. Я создал страничку на сервисе спонсорства Boosty. Именно там я отныне буду публиковать тот разносторонний контент, который будет доступен лишь на сайте за уровень подписки. Я правда надеюсь, что некоторым зрителям моего канала будет интересно оценить мое предложение. Благо для этого есть подсказка и ссылка в описании. Я рассчитываю на тебя. Итак, вернемся к Финисе. Как же ее отыскать? Эта эльфийка крови особо примечательна тем, что находится в постоянной невидимости. И чаще всего это она решит, когда вы ее увидите. Она просто начнет вас атаковать, если пройти у нее под носом. Но как и любой другой NPC в игре, у нее также есть свой путь. 2 местности – энергоблок и криогенный блок. На экране вы наблюдаете маршрут из криогена.
Пробегая по данному пути, Финиса выйдет из невидимости и примется атаковать вашего персонажа вместе с окружающими его противниками, если она в данный момент будет здесь. Вторая зона с гораздо большей территорией, как и с большим количеством врагов. Перед вами маршрут по нахождению Финисы в энергоблоке. Детали. Шанс выпадения эпика с Финисы я не смогу назвать. Нигде я не нашел формулу, по которой именно луносветская экипировка может закалиться до эпического качества. Но дайте реабилитироваться в наблюдениях. Например, охотники могут найти Финису раньше остальных, благодаря их пассивной способности охотника выслеживания скрытых. Ее можно активировать у миникарты, поставив соответствующую галочку. А вот зоркие охотники на демонов бессильны увидеть нашу сегодняшнюю героиню способностью призрачное зрение. При убийстве эльфийки с нее гарантированно вы получите экипировку зеленого качества. Синие предметы реже, эпические несправедливо редко. Хотите еще? Рекомендую охотиться на Финису в режиме войны, потому как конкуренции со стороны прокачивающихся новичков из расы дринеев будет меньше. Вряд ли новосозданные персонажи Альянса, что выполняют квесты, пойдут в Штормград лишь для того, чтобы включить вармод. Но именно в нем триалы могут быть подвергнуты подлому уничтожению со стороны высокоуровневых игроков. Но триалы-разбойники и друиды могут быть более-менее спокойны по этому поводу. Не буду раскрывать секрет межсерверных поисков нашей Финисы, пусть это сделают более компетентные знатоки в комментариях. И самое главное, а также обидное, время появления Финисы-убийцы составляет 1 час. Запасайтесь терпением, лечебными зельями, глайдерами и друзьями. Все это вам поможет в скором времени добыть свой эпический предмет, что с патча 8.2.5 по характеристикам равен награде за БГ. Для чего я вам это рассказал? Зачем теперь вам добывать эпики? Вопрос с открытым для каждого ответом.